Понятно. А во-вторых Вы ищете а во-вторых лингвистическое подтверждение, вашей независимости и свободы? нет, А выходит, что ни в именно коей так. мере. Ну да, Мгм. знаете, вот из всего того, что мы сейчас говорили, у меня возникает единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы действительно отстаиваете свое право считаться, так скажем, в глазах ваших же сограждан рабом? Ну вы же русский в Литве. Мгм. Вон чё, Михалыч. У вас был разговор с жителем Литвы Какой именно разговор, вы имеете в виду? про рабство. А, этот? Я услышал прямо-таки укор в свой адрес. Вернее, прямую отсылку на меня. Что вы говорите? В какой именно фразе? Да, В какой именно фразе вы услышали отсылку, тем более лично к вам? на фразе, как там было сказано, один из жителей Литвы сказал. Скажите, пожалуйста, а вы всегда примеряете чужую рубашку на себя? Нет. А Когда мне что-то зачем? непонятно, А зачем делаете я это сейчас? переспрашиваю. Я переспрашиваю, когда мне непонятно. Я примеряю. А, Есть консультант и примерочная. Я примеряю, и мне консультант говорит: "Я правильно подобрал смысловую нагрузку или надо сменить фасон?" И что вам говорит ваш консультант на данный момент? Консультант сказал, что я был прав. М, чудесно. Так, что же именно вы хотели бы в этом ролике, точнее, что же именно вы хотели со мной обсудить, посмотрев этот ролик? М. Я так понимаю, вы имеете в виду вот того, прибалтийца, да? Ах, который так и не смог ответить на мои вопросы. Ну, на мой взгляд, не смог. На вашего на ваши вопросы вот. Очень грамотное дополнение, на мой взгляд. А я Совершенно всегда верно. основываюсь на своем мнении. А вы нет? А вы уверены, что это ваше мнение? Знаете, если я так чувствую, то я так говорю. А вы, какое мнение считаете своим? Ну вот когда вы говорите, вы же, наверное, тоже употребляете слово "ваше мнение"? Или вы, какое-то другое употребляете? Как вы ловко съехали-то с вопроса. С какого? С этого. С чего вы решили, что ваше мнение — это ваше мнение? Вы так чувствуете? Что вы чувствуете? Вы можете чувствовать только то, совпадает ли теперешняя ситуация с тем объемом знаний в голове, который вы почерпнули из чужих книг или из чужих разговоров. То есть вы фактически транслируете в этом случае ответ чужим мнением. Ну, примерно так же, как я ответил вам в стихотворной форме на вопрос «жалею ли я?». Это ж не мое мнение, это ж стихи Есенина. Поэтому Так давайте вернемся все-таки к ролику, а то мы куда-то не туда ушли. да. А, Так что Скажу же, прямо, вы, у этого прибалтийца вас так зацепило? Ну, в мгм. ролике-то. Я сыграл лицом, но вы этого не прочитали, Эля, да? Я предпочитаю, чтобы вы не выходили из образа образованного человека и культурного собеседника. А где вы увидели сейчас оскорбление? Я не сказал, что оскорбление, сказал, что я про оскорбление слова не говорил. Хорошо, где вы тогда посчитали, что я вышла из образа а, культурного человека? С первого слова было "образованный". Хорошо, образованного. Какой смысл вы вкладываете в слово "прибалтиец"? Ну, наверное, ровно такой, как вы вкладываете в слово «россиянец». Это же ваша Нет, риторика. россиянин-то
Это же ваша риторика в Так. ваших роликах. Да-да, я тоже иногда посматриваю. Мгм. Меня предупреждали, что может быть погорячей, да. Хорошо. Ох, Я в господи, своих роликах у вас, у объясняю вас, у разницу. вас, у вас, знаете, какой-то очень интересный консультант. Очень интересно, да. Я даже подозреваю, что его всевидящее око сейчас еще и за нами наблюдает. Не М, исключаю такую это возможность. Да. там? Всевидящее око Саурона, да. Саурона, понятно. Вы его, Да. вы его так теперь называете? Ну, у него много имен. М. Как говорится, человек без лица. К нему подходит любое название. Профессор Мариарти. Так что же, да что же вас зацепило в моем эпитете? Ну, заметьте, что когда я в своих роликах объясняю, какой смысл я вкладываю в слово россиянец и почему я его использую не ко всем, а к некоторым представителям Так и, данного так, государства. так и я не называю литовцев прибалтийцами. А именно этот персонаж, он выделился. Я не могу его назвать И литовцем, простите. Но именно поэтому литовцы, я и спросил у вас. вы всегда перебиваете Да. женщин? Нет, Только, я жду вашу только меня? паузу. Ну хорошо, если вы решили без моих наводящих вопросов сами раскрыть определение, я слушаю. А у вас есть наводящие вопросы? Были, но вы мне дали понять, что вы в них не нуждаетесь. Итак, чем он вас, скажем так, смотивировал? Дать ему подобное определение? Ох, неужели вы зависнете сейчас? Как обидно. Нет, я жду. А, у меня вы просто зависли. Я картинку... Ну, вы знаете, давайте так. Вот как раз те граждане Литвы, которые мне в комментариях писали потом под этим же роликом, ну, давайте так, комментарии, которые осуждали данного персонажа, я не могу их назвать по-другому, как литовцами. А вот данный персонаж отличился умом и сообразительностью. Так. И что послужило поводом уравнять его с жителями Калининградской области, Ленинградской области и города-героя Санкт-Петербург? А где вы увидели это сравнение? Потому что, ну хорошо, тогда давай, так чтобы я вам не подсказывал, давайте я узнаю ваше мнение. Так какой все-таки смысл вы вкладываете в слово прибалтиец? Я же вам сказала, примерно ровно такое же, как вы в слово «россиянец». Это нет, я слово россиянец четко обосновываю в своих роликах, обосновываю это определение и смысл этого слова. Вы меня относите к моему, но я не могу это отзеркалить на слово прибалтиец. Латыши тоже прибалтийцы? Некоторые. Я назвала конкретного человека. Так почему именно прибалтиец? Ну, наверное, так же, еще раз говорю, как и россиянец. Все-таки, то есть у вас нет ответа. То есть вы используете в это время, в этом случае чужое мнение, а не свое. О, Боже. Евгений. Да. Причем здесь чужое мнение? Я еще раз вам говорю. Ну, вы не можете Я дать не хочу, обоснование своему термину. я не хочу называть его другим способом, понимаете, понимая, что, в общем-то, это может не понравиться и не, может быть, ни ему, ни тем, кто будет смотреть этот ролик.
Но, знаете, Мгм. литовцем я его назвать точно не хочу. Это лично мое. Мгм. Мгм. Понятно. Ну, тогда я скажу, что на основе общения с россиянами я понял, что словом "прибалт", "прибалтиец", это такое усредненное, причем еще и с некоторым оттенком, пренебрежения, и высокомерия и насмешки, отношение россиян к жителям, балтийских республик. Либо, ну, опять, как они обосновывают свое мнение, что, ну, вы же живете на берегу Балтийского моря, то есть при Балтике, значит, вы прибалты. Но я же сказал, что поскольку вы сделали то есть слово россиянец, оно имеет корень рос, то есть как бы связано с Россией, да? А слово прибалтиец, оно не имеет привязки к Литве, поэтому я и не понимаю, вы его куда отнесли? К Литве, к Латвии, к Эстонии, к Калининградской области, не дай бог, или дай бог, к Ленинградской области. Кто у вас прибалтийцы? Конкретный человек. Вы понимаете это или нет? Конкретный человек. Ну, понимаете как? Тогда, получается, любого жителя России можно назвать прибалтиец. Ох, боже. Евгений, вы простите Что? меня, пожалуйста, но у меня-то складывается такое впечатление, что вы как будто бы обижены либо на Россию, либо на М, россиян. Нет, я ж Нет? сказал, я ж попросил не выходить из образа образованного человека. Вы хотите меня задеть? Ни в коем случае. Так вы ответите мне на мой вопрос. Вы что, обижены на Россию и на россиян? Вы почему-то очень Я часто обобщаете. я повторю свой ответ. Я уже отвечал, я повторю. Нет. Мгм. Ну, давайте я сделаю вид, что вам поверила. Понятно. Женщины часто говорят то, что не является правдой в данный момент. Я понял. У вас большой опыт общения с женщинами? Какой-никакой, но имеется. Какой или никакой? Какой-никакой. Это снова отсылка к русскому языку. А, к русскому языку. Вы знаете, Ска давайте без давайте без вот этих вот, как сказать, без церемоний. Мне был сделан анонс, что у вас есть вопросы пожестче ко мне, которые вы хотите мне задать или готовы задать. Может, перейдем сразу к делу? где вы? Да нет, вы знаете, у меня вот из того, что я сейчас слушаю, из всего того, что, так скажем, услышала ранее, у меня сейчас возник к вам один вопрос. Знаете, вот, Евгений, вы говорили, что вы русский в Литве. Да. Все верно? Да. Вот запись. Что? Досье на каждого. Досье на каждого. Досье на каждого. Нет, я просто вспоминаю то, что слышала сама. Ам, Мгм. И знаете как, ну, я также слышала в ваших роликах, что вы говорили о том, что вот в литовском обществе бытует стереотип о том, что русские это генетические рабы. Это же тоже была ваша риторика. Я отвечал на вопрос. Меня спросили, какие штампы мышления в Литве по отношению к россиянам. Мгм. Поэтому что вспомнил, то сказал. Так вы так считаете или не считаете? Подождите. Если я вас спрошу, какая самая знаменитая фраза Сократа, вы знаете, нет? Ох, Вы
То есть, и вы мне ответите на этот вопрос. Я имею право вас спросить, а вы так считаете или вы так не считаете? То есть я ответил о том, то есть я ответил на вопрос, какие стереотипы про русский народ ходят в литовском обществе. Мгм. Я что вспомнил, то и передал. М. Причем тут, что я считаю? Ну, По-моему, логично. вы же своим ротом это передаете. Ну, вы знаете, если я передам своим ротам план Ост Гитлера по отношению к восточным народам, это не значит, что я считаю, что так надо поступать. Логично? Я передаю исторический факт, исторический документ, содержание какой-то информацию. Разве меня можно за это приписать к тем, кто разделяет гитлеровские мировоззрения? По-моему, нет. Не получается так думать. Вы так реагируете на все достаточно остро, что Почему же? у меня возникает, знаете, какая мысль? Еще один вопрос. Ну да, Мгм. знаете, вот из всего того, что мы сейчас говорили, у меня возникает единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы действительно отстаиваете свое право считаться, так скажем, в глазах ваших же сограждан рабом? Ну вы же русский в Литве. Мгм. Вон чё, Михалыч, заметьте, вот вы сейчас сделали, к сожалению, не очень хорошее действие. Я вам 2 раза К сказал, сожалению, что для я кого? просто, к сожалению. Я 2 раза сказал, что я передал то, что я слышал из литовского общества. Я не сказал своего отношения, я не сказал, что я его разделяю или я его не разделяю. Но вы уже приписали мне, как будто я сказал, что я это разделяю, поэтому я якобы что-то там и так далее. Вот это вот, ну, блин, нехорошо. А зачем вы это тогда передаете? Понимаете, вот в моей картине мира, ну, поправьте меня, конечно, если я ошибаюсь, а, мнение, которое было высказано каким-то человеком, это его мнение. А если кто-то через свой род говорит то же самое, как вы считаете, можно сказать, что это уже является и его мнением в том числе? Тогда для чего вы это повторяете? Я отвечал на вопрос. Скажите, пожалуйста, какие стереотипы о европейцах и американцах бытуют в современном российском обществе? Ну, например, американцы, вот, да. Вот как в России, что можно сказать при слове американцы? Продолжите фразу. Я не знаю, что вы имеете в виду, о чем вы спрашиваете. И Хорошо. Как вы считаете, хорошо, какие стереотипы? как же вы не хотите говорить о себе, да? Нет, я делаю ровно то же, что что делал тот же самый Сократ. Ах, опять Когда к нему Сократ. приходили, вы не любите Сократа, зря, напрасно. А, Хороший дядька. вы знаете, вы делаете поспешные выводы обо мне. Э, Ну, Напрасно вы так думаете. я читаю. Я еще ничего не сказала по поводу Сократа, О как. но вы уже сделали свой вывод. Вы решили меня отзеркалить? Вы повторяете буквально мои слова. Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос. Как минимум 2000 лет человечество поступает таким образом, что лучше всего, учение передается не в форме наставлений: "Делайте так-то, так-то, так-то и так-то", а в виде притчи, какой-нибудь истории, какого-нибудь рассказа, то есть аналогии. Эзопов язык.
именно поэтому христианство так сильно распространилось, потому что говорят, что, что такой методикой пользовался Иисус Христос. Он рассказывал притчи, и люди понимали, о чем это, что он хочет передать. В более древнем мире, насколько я понимаю, был так называемый эзопов язык. Когда, опять же, не прямо говорят, то есть нет команды делать так, так, так и так. Нет. Говорится либо поругать, либо похвалить. Можно поругать очень ласковыми словами, а можно похвалить очень грубыми словами. Но человек поймет, что это похвальба. Похвала. Хотя она похвала. Давно не жил в России. А при чем здесь это? Русский язык это... Вещь живая. А, вы решили его немножко подправить? Ну, честно говоря, поправили меня вы, конечно, не я. Да, это верно. Еще бы. Так вот, я не считаю, что мое поведение, как вы сказали, показывает жителям Литвы, что я являюсь рабом. Я лишь спросила... Я очень стараюсь в своих разговорах с Да, продолжайте. Я очень стараюсь в своих разговорах с россиянами, чтобы они тоже показывали себя с лучшей стороны. И в диалогах, и в поступках, и в размышлениях. А как вы Не всегда это удается. А как вы можете на это повлиять? Ну, вы говорите, что вы стараетесь. Добрый уже. Ну да. Так в чем заключается Ну, например, ваше старание? Ну, во-первых, я первым не хамлю, это раз. Только в ответ, когда очень просят. Так вы, получается, ведомый? Как сказать? Да как Ведомый? есть, конечно. Если вы не то есть хотите, если вы не хотите хамить, то получается, что вы слабее вашего собеседника, вы ведетесь на его паттерны. Вы не следуете своим правилам. Паттерны это что? Вот если я не хочу хамить, то никто меня не заставит это сделать по-другому, даже в ответ. Ну, когда вы за глаза называете человека оскорбительным в вашем понимании термином, то, значит, вы все равно поддались на его паттерны. Секунду, а кого я оскорбительным термином назвала? Приведите, пожалуйста, пример. Прибалтиец. А вы считаете, что это оскорбление? Ну, это для вас звучит. Если мы с вами... Это для вас, видимо, звучит как оскорбление. Объясните мне, пожалуйста, если вы за этим словом увидели какое-то оскорбление, раскройте мне, в чем оно. Поскольку вы несколько раз отказали мне в просьбе расшифровать значение этого термина, то поскольку вы являетесь продуктом российского общества, российского менталитета, я позволил себе такую вольность. Если вы считаете себя продуктом. Рада. Бриллианты вам дарить не буду, конечно, да. Но даже даря бриллианты, это тоже можно расценить по-разному. Можно расценить даже как покупку человека. Ну, это так. А вы говорите про паттерны, про ведомость и так далее. Так вот, заметьте, я вас несколько раз просил расшифровать ваше личное понимание термина, ваш смысловую нагрузку термина прибалтиец. Вы мне отказали. Вы перевели стрелки на меня и слово россиянец. Но я не вижу тут аналогии абсолютно. Слово россиянец хотя бы к России привязан. Прибалтиец не привязан ни к чему.
Ну почему же? Есть же страны Прибалтики. Стран Прибалтики есть одна. Ну вот как вы выразились? Нет, я вашими словами не хочу говорить. Да. А, я, я выходец из Советского Союза. Я там родилась. Так. И когда я училась в школе, ам, государства, которые сейчас являются а, Эстонией, Латвией и Литвой, раньше назывались Прибалтийскими республиками. И в этом не было ничего оскорбительного. В тот период не было. Тогда почему стало? Значит, вы не все ролики мои смотрели. Вернее, вы не ненужные ролики смотрели мои. Я поправился сам. Да, поправился, надо вес сбросить. Я поправился. Объяснить коротко. No! God, please, no! 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 Попытайтесь. Слово Прибалтика Попытайтесь. это слово Прибалтика это русское слово, обозначающее территорию российского государства, выходящее на Балтийское побережье. Это точно так же, как Приазовье, Забайкалье, Зауралье, Закавказье, Преамурье, Приморье и так далее. Нету в русском языке слова Подберлинье. Подмосковье есть, а Подберлинье нету. Есть Поволжье, а Посенье нету. Вот река Сена есть, Посенье нету. Понилье тоже нету. Есть долина реки Нил. Это я помню со школы. В долине Нила что-то там делали, да. Была как там, почва была. Вот. А вот то есть, это свое. То есть как только 6 сентября 1991 года Советский Союз через Государственный совет Советского Союза, за подписью президента СССР Горбачева, признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, и они перестали быть частью российского государства, все. Российского Они, государства? да, потому что никто не будет оспаривать, что Советский Союз, это, то есть территория, подчиняемая Москве, это была российская. То есть Россия была в разных ипостасях. Русское царство, русское княжество, русское царство, Российская империя, Советский Союз и теперь Российская Федерация. Так вот, слово Прибалтика это русский термин, русскоязычный термин, обозначающий территория, подчиняющаяся Москве, то есть российскому государству, и выходящая на побережье Балтийского моря. Поэтому Германия никогда в русском языке не была Прибалтикой. Даже Финляндия, часть Российской империи, не была Прибалтикой в русском языке. А уж Швеция, а уж больше границы, чем у Швеции, по-моему, на Балтийском море ни у кого нету. Швеция тоже не Прибалтика. Прибалтика только та территория, которая подчинялась Москве. Это все. Как только территория перестает подчиняться Москве, она перестает быть Прибалтикой. Поэтому Прибалтика это Калининградская, Ленинградская области и город-герой Санкт-Петербург. А вы закончили? Да. Мгм. Я сказал коротко. Это коротко? Мне А? повезло. А, Скажите мне, пожалуйста, допустим, что вы во всем правы. Скажите мне, пожалуйста, где здесь оскорбление? Коротко. Во-первых, оскорбление. Вы употребили именно оскорбительное название. Да. Мгм. Да. Где здесь оскорбление? Если раньше подобные эти же земли назывались прибалтийскими республиками, сейчас они стали независимыми и свободными государствами. Скажите мне, пожалуйста, с чего вдруг это название стало вас оскорблять? Потому что, повторяю, знаете, как на вокзале, да, повторяю, российская территория. Мгм. Территория, подчиняющаяся Москве. Это раз. Понятно. А во-вторых, Вы ищете лингвистическое подтверждение вашей независимости и свободы? нет, А ни в выходит, коей что ни в именно коей так. мере. Нет, нет. Для человека, блин, Вы знаете, скажи, это очень схоже с тем, когда мне Блин, да? когда Что-то граждане Украины, как-то вот вна. да, когда граждане Украины Э, начинают меня изби поправлять, да что ж вас так триггерит, Евгений, да успокойтесь, я вот вас спокойно слушала. избитый штамп просто. Видите, я даже предугадал, о чем вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что я слишком громко думаю? Стандарт. Ну вот, Стандартный избитый штамп. ну что ж, вам все равно придется его выслушать.
насколько бы он избитым и стандартным не был. Так вот, вы знаете, у меня такое ощущение, что вы идете теми же шагами и пытаетесь найти лингвистическое подтверждение вашей независимости. Причем, знаете, в этом названии прибалтийские страны, когда я говорю, вот лично я, когда говорю, я не имею в виду, ни во мне не возникает никакого желания кого-либо оскорбить. Заметьте, это ваша особенность так услышать. Это в вас это сидит. И если бы в вас этого не было, вы бы ни разу не стригерили на слово «Прибалтика». Вы закончили? Да. Слово «Прибалтика» вполне уместно для обращения к Литве, Латвии, Эстонии, потому что это исторический термин, обозначающий конкретный исторический период. Точно так же, как термин «Киевская Русь» или «Московское царство». Точно так же. Или точно так же, как Российская империя. Это исторический термин, который означает конкретный временной промежуток времени. Вот. Я за грамотность в первую очередь. Меня триггерит то, когда человек проявляет свою необразованность или неспособность к обучению. Например, не подскажете ли, достопочтимая Эля, в каком государстве был убит посол Российской империи Александр Сергеевич Грибоедов? Если я не ошибаюсь, Ирак или Иран. Ну, не помню точно. А что вас так рассмешило? Простите, вырвалось. Меня смешило то, что вы сейчас... Будьте более сдержанным. Я стараюсь, не получается. Ну, что ж. Очень много россиян мне говорили, что вы знаете, для меня Литва, Латвия, я их путаю, это мне без разницы. Литва, Латвия, я их все время путаю. Они с гордостью говорят, россияне, что они с гордостью говорят, что путают Литву и Латвию. Евгений, Это еще у Задорнова. если вы будете со мной обсуждать других россиян, мне это не интересно. Я вам предлагаю разговаривать со мной. Так вот, насчет Ирана или Ирак. Нет, и не в Иране, и не в Ираке, Хорошо. Я могу... а в Персии. Что? В Персии. А эта территория... И за это персидский шах в качестве платы за вот это антигосударственное действие подарил самый крупный алмаз, который оказался в хранилище Российской империи. Самый крупный из своих. Самый крупный из своих. Но заметьте, нельзя сказать, что Грибоедова убили в Иране. Нельзя. Его убили в Персии. Татошка рвется. Плесните на нее воды, можно как гингема раствориться. Вот. Так вот, мы говорим про исторические события. Грибоедова убили в Персии, нигде иначе. Угу. Поэтому я за правильное применение терминов и за грамотность. Так. А вот пример с предлогами «в» и «на» — это абсолютно тоже некорректно. Оно не сходится с чем? С Прибалтикой и страны Балтии. Даже если вы зайдете на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, на сайт, вы меня просите о сдержанности, а сами играете, как будто вы на сцене МХАТа. Евгений, слушайте, это становится скучным, если честно. Скучным?
Ну, То есть у разумеется. вас Нет, но понимаете как? Мы с вами говорим о разных вещах. вы Понимаете? защищаете свое право быть, свое право, скажем так, оставаться в, объеме знаний советской школы. Ну так извините меня, вы уже 35 лет, 36 лет живете вне советской системы, у вас государство все другое. И А что? вы говорите: "А мы привыкли так со школы". И что? Так, может тогда вы пионеров вернете? А? Евгений, давайте вернемся к чему с чего вы начали. Вы оскорбились, лично вы. Понимаете, мы сейчас с вами разговариваем. Лично вы, Евгений, оскорбились. И я другого в вас сейчас не вижу. Вы обиделись на слово «прибалтиец». Давайте называть вещи своими именами. Так вот, я вам объяснила, что в моей риторике слово «прибалтика» употребляется без какого-либо без какой-либо оскорбительной коннотации. Но я вас призываю все-таки вернуться к тому, что это лично для вас является оскорбительным. То есть вы и так это воспринимаете. И не надо мне, пожалуйста, сейчас подменять понятие про то, что Грибоедова убили в Персии, но на самом деле его вот в каком месте убили, в таком и убили. Хорошо, на тот момент это была Персия, сейчас это территория Ирака или Ирана, точнее Ирана. Так вот, вас заразил МХАТ? Так вот, понимаете, перестаньте обобщать. Ну, говорите вы за себя. Ну, вас это оскорбляет. Не обижайтесь, Это ваш не обижайтесь, это не обижайтесь, Евгений. Смотрите, это ваша мысль, что это меня. Во-первых, вы так назвали далеко не меня, поэтому мне без разницы. Да что вы говорите, Э, вам без разницы, вы уже 10 минут мне пытаетесь убедить, что вам без разницы. Я сделаю вид, я вы с знаете, Евгений, я снова сделаю я вид, сдержался. что я вам Я поверила. я сдержа Нет, конечно, каждый человек, поступает так, как он, м, принимает решение поступать. А принимает решение он, исходя из своего багажа знаний и багажа опыта. Это естественно. Э, Не только. Поэтому если вы видите так, то, ну, ради бога, видите так. Просто мне, мой консультант сказал, что у вас есть ко мне жесткие вопросы, и вы хотите их мне задать. Мы с вами разговариваем уже кучу времени, а мы к этим вопросам так и не подошли. Вы все время от них увиливаете. Или вам этот консультант сказал, что это у меня к вам какие-то вопросы? У меня нет. Я шел сюда отвечать. Ясно. Вы знаете, вот у меня к вам возник действительно вопрос. На основании всего того, что вот я сейчас услышала про ваше вот это вот лингвистическое подтверждение вашей свободы и независимости. Скажите, а вы действительно считаете Литву свободной и независимой страной? Свободных и независимых стран сейчас в мире нет вообще ни одной. Все друг от друга зависят. Но только некоторые зависимости, они отличаются, ну, страны по-разному зависят. Например, США и Китай зависят друг от друга. Они не могут просто командным порядком сказать, что вот я понимаю, что это скучно, но вы сами задали этот вопрос, поэтому придется потерпеть, послушать ответ. Э, США и Китай не могут отказать друг другу в товарообмене, потому что очень много производства США перевезли в Китай, и очень много они теперь в плане товаров зависят от Китая. А Китай не может отказаться от сотрудничества с США только потому, что все его производство, в принципе, ориентировано на экспорт. И внутри он не сможет, во-первых, весь этот товар, который запланирован на экспорт, разместить внутри. Ему надо другое. То есть для внутреннего потребления ему нужен другой ассортимент и другие объемы.
Поэтому, а уж про страны бывшего Советского Союза, да, про бывшие советские республики, тут, конечно же, ситуация намного печальнее. Все эти республики очень сильно отстали в технологическом плане от соседних регионов. Очень сильно отстали. Например, Литва, Латвия, Эстония, которые всегда считали себя частью Европы, они очень сильно отстали от Европы. Даже от Восточной Европы они отстали. Вы сейчас, Вот, поэтому м, что сейчас? вы вы Поэтому говорите сейчас с точки зрения экономической зависимости, а я вас спрашивала несколько про другое. С точки зрения про что? с точки зрения политической, вы Литву считаете свободной и независимой? Нет. Литва является частью Европейского Союза. Быть в союзе и быть свободным и независимым невозможно. Точно так же, как союз между мужчиной и женщиной не дает свободы ни тому, ни другому. Они уже добровольно себя ограничивают. Интересно, Поэтому, когда... интересно, Что? сколько литовских граждан с вами согласятся? Я думаю, если они послушают расшифровку этого определения, то да, конечно. Потому что перед вступлением в Европейский Союз, куда Литва стремилась, а это не всегда стремилась, да, в Европейский Союз. Поэтому была выдана дорожная карта. Что нужно сделать для того? Это надо было привести законодательную базу, налоговую базу, техническую базу и так далее, и так далее, и так далее. Когда все это соответствовало, для того, чтобы не было отторжения внутри, ну, это медицина, да? Для пересадки органа надо подобрать, чтобы не было потом отторжения. Они должны быть, ну, сходные по параметрам. Вот. Литва это все выполнила, была принята, все, она развивается. А у меня тогда встречный вопрос. А вы считаете, что Россия независимая? Хм. Я? Да. Вы считаете. А чем вы это можете подтвердить? Знаете, хотя бы даже тем, что сейчас происходит. Но, знаете, Сейчас происходит. А что сейчас происходит? подождите. Только помните тему, на которую я не разговариваю. Давайте ее избежим. На какую тему Обойдемся без оной. а на какую тему вы не разговариваете? Простите, я не знаю. Как? Вы же смотрите мои ролики. Ну, А вам разве консультант не доложил? ну, не все же я ролики ваши смотрю. Я не разговариваю на тему конфликта России с Украиной. М. Буду благодарен, если в этом разговоре мы эту тему не будем затрагивать. Тогда давайте вернемся все-таки к тому, что вы не считаете все-таки Литву свободной и независимой. Давайте вернемся к боролись, мне ответ. подождите, боролись, как было сказано вот в моем ролике, про который вы хотели. Да так, оказывается, и не доборолись до независимости. То есть оккупировал вас Европейский Союз. То есть Смотрите, Литва сейчас оказывается в каком-то смысле под оккупацией. Что ж, нет, абсолютно нет. Абсолютно нет. Нет? Абсолютно ложная предпосылка, основанная на слабом знании вопроса. Ох. Скажите, пожалуйста, у вас есть знакомые женщины, которые замужем были не один раз? Это к нашему вопросу не относится. Очень относятся, просто прямая аналогия. Я специально перейду Развейте на сразу быт. вашу мысль. Так вы ответьте на вопрос. Предположим, что есть. Вот. Можно ли сказать, что что первый раз, теряя независимость, эта женщина была счастлива?
Ну, в день свадьбы хотя бы. Я думаю, да. Но потом что-то во время жизни с этим человеком, что-то ей, ну, что-то пошло не так. И они обоюдно, либо одна сторона, пришли к решению, что так дальше продолжаться не может, что это не свобода, кому-то не нравится, и необходимо вернуться к свободному состоянию. Они разводятся и становятся, вуаля, свободными и независимыми. Но почему-то через некоторое время эти свободные независимые люди сами стремятся снова влезть в новую кабалу, или, как вы сказали, в оккупацию. И женщина снова выходит замуж, а мужик снова ищет женщину, чтобы на ней жениться, и снова, ну, если не залезть под каблук, то найти ту, которая будет тратить его деньги. Вот. Можно ли это назвать? То есть, но заметьте, но каждый раз потеря своего суверенитета, свободы, независимости, в том числе финансовой, происходит абсолютно добровольно. Никто с дулом у виска не стоит. Если это не касается кавказских людей, да? Я, говорит, женюсь. Она против, она, говорит, за, братья ее за. Так что, поэтому бывают люди, которые по 3-5 раз брак создают. Это, получается, они 4 раза восстанавливали свою свободу и независимость, и все равно 5-й раз лезли в кабалу, в оккупацию и в зависимость. Почему? Вот Литва, она не хотела быть в Советском Союзе. Она хотела быть в Европе. Поэтому ее добровольное решение вступить в Европейский Союз никак нельзя назвать оккупацией. Ну, нельзя. Оккупацией можно назвать, когда ты входишь в союз, в который ты не хотел входить. Вот это оккупация. А когда ты сам просишься, это не оккупация, так же, как создание семьи. 28 год, когда мы не будем запускать, а потом оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. Вот и все. Вы знаете, Наглядный пример. По-моему, наглядный пример. ну, на мой взгляд, не очень. А какой вам наглядный пример? Ну-ка, приведите. Да нет, дело не в этом. Мне просто было интересно, как вы на это все смотрите. Вот. Знаете, на мой взгляд, все-таки не стоило называть тогда то, что вы получили, то, что сейчас вы независимое государство, ну, даже об этом тогда говорить не стоит, если вы говорите, что вы влезли в очередную кабалу, даже по собственной воле. Я про кабалу не говорил. Вы только Я говорю что... про добровольный союз. Сами стремятся снова влезть в новую кабалу, или, как вы сказали, в оккупацию. Вы Я только... говорю про добровольный союз. Нет, вы сказали, что когда женщина вновь лезет в эту кабалу, вот, даже не Я использовал ваши сравнения, Эля, вашу терминологию, чтобы вам было понятнее. Я слово кабала не называла. Ну хорошо, вы назвали оккупация. Вот именно. Вы назвали добровольное. Не-не-не, подождите. Вы назвали добровольное вхождение в Европейский Союз оккупацией этим Европейским Союзом, оккупацией Европейским Союзом. Ну как это может быть? Я не назвала, я спросила вас. Я говорю, это что, говорю, у вас что, снова оккупация? Нет, у вас было. У вас Но было повествовательное... дело все в том, что мне просто было интересно, что, оказывается, союз мужчины и женщины, то есть брак, вы считаете все-таки кабалой. Интересное сравнение. И раз вы его все-таки применили к вашей стране, это называется оговорка по Фрейду. Значит, все-таки у вас Нет. существует... Что такое? Вы злитесь? Не злитесь, Евгений. Я просто понимаю, что надо, скажем так, еще понизить планку примеров для того, чтобы это было... А это уже сложнее, вы знаете, сложнее. Понизить? Сложнее. В каком смысле понизить? Да. Ну, в прямом. Если вы такие простые аналогии не воспринимаете, а начинаете их перекручивать непонятно куда, нелогично. Нет, я понимаю, да, что лежат рядом две книги. Одна вот такая книга, вторая вот такая. На вот такой написана логика. На вот такой написана логика женская, том 1. Вот, но... Простите, но... Мне сложно, да. Я понимаю, что вам с женщинами сложно. Давайте вернемся к вашему ответу на мой вопрос, от которого вы тактично ушли. Или как технично ушли. Все-таки Россия, в чем ее независимость? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, Евгений, вы сейчас сравнили, ну, как бы сказать, мою логику и мое, как мне показалось, интеллектуальные способности. Только не обижайтесь. Нет, только не надо что вы, я не на писанку обижаюсь. играть. Это ваша любимая игра, не моя. Нет. Тут вы опять ошиблись.
Вы знаете, мне Так, кажется, вернемся к ответу на мой вопрос все-таки. Ну, не увиливайте, Эля. Ну, я же вам ответил на ваш вопрос. Я вам задал аналогичный. Я жду ответа. я вам тоже ответила, что, исходя из того, что сейчас происходит, я считаю Россию независимой. А, Позвольте вам оппонировать. Хотите? Что ж, попытайтесь. Российская Федерация была основана на руинах РСФСР. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году. Никто из российских экспертов, ни юристов, ни политиков, никто не скрывает уже, это общедоступный факт, общеизвестный факт, что Конституция Российской Федерации писалась с участием американских консультантов и советников. И, как говорят отдельные ваши законотворцы, данная Конституция являлась закреплением России в статусе вассала у США, в подчиненном состоянии в 1993 году. В 1996 году на выборах президента Российской Федерации были два кандидата, Ельцин и Зюганов. Самое интересное, что в первом туре, на выборах реально победил Зюганов. Но президент, то есть люди голосовали против Ельцина. Но было сделано так, что президентом остался Ельцин, а не Зюганов. Зюганов за это получил свои 30 серебряников. Об этом очень хорошо рассказывает Русской, герой Советского Союза, который в то время был на очень высоком политическом посту. И это все было у него на глазах. Причем, кстати, не забывайте, при каких условиях была принята Конституция Российской Федерации? После расстрела в центре Москвы здания Дома правительства из танков. То есть фактически военный путч, а незаконный. Дальше. Незаконным образом пришедший президент Ельцин в 1996 году оставляет после себя преемника. И все помнят коробку из ксерокса. Все помнят состояние Ельцина, его демарш на колесо на аэродроме, его пьяное падение с моста, его дирижирование оркестром. Чувство гордости у всех россиян было тогда за президента, который на втором сроке. Как говорится, Борис Николаевич в больнице, но насчет работы с документами, но руку пожать твердо. Нормальный ход. И все говорят, что вот из-под сердца эта конституция, которая контролировала вся российская власть, это не банкирщина, все эти уводы денег, все это разграбление, уничтожение советского наследия, промышленного я имею. Евгений, давайте к какому-то завершению. Я уже теряю... Это картина. Рисуется картина. Нельзя к завершению. Это не набросок карандашом в 3 штриха. Это огромная картина маслом. Какой заяц! Какой орел! Какая блоха! Пестрая. Так вот. И как же тогда контролируемый американцами президент Ельцин, который больше времени проводил, в больнице, чем на рабочем месте, оставляет после себя преемника, который гарант Конституции, который сохраняет Конституцию 93-го года. И вы говорите, что вы независимые? Ну, хотите верить, да, можно. Дальше. Россия, даже Россия в одиночку не может быть свободной и независимой. Она идет в союзное государство с Беларусью. У нее есть ОДКБ, у нее есть СНГ, потом создается БРИКС. Вы считаете, что быть в стольких организациях, это можно быть независимым от всех этих организаций? Каким образом? Нет, невозможно. Невозможно остаться суверенным, свободным, независимым государством, когда ты являешься членом всех этих организаций. Поэтому нету в этом случае. В этом случае Литва еще в более выгодном положении, чем Россия. Тогда, знаете, Евгений, вы очень красивую картину нарисовали, но я вам могу сказать одну вещь. Российская Федерация принимает свои решения, не консультируясь ни с НАТО, ни с ЕС. А вы расскажите мне, пожалуйста, вот Литва, какие хотя бы последние 2-3 решения приняла самостоятельно, не консультируясь ни с ЕС, ни с НАТО? Ну, во-первых, ваш тезис про то, что Россия принимает свои решения, это, конечно, тезис весьма-таки ложный. Это раз. Это по вашему мнению. Серьезно? А вы знаете, Вы на мой вопрос ответите? Да, отвечу. Так какие хотя бы 2-3 решения приняла Литва независимо от ЕС и от НАТО? Когда Европейский Союз принял постановление о запрете автомобилям с российской регистрацией посещать Европейский Союз в сентябре 23-го года, 4-го года, нет, 23, по-моему, вот, запрет. Литва, Латвия, Эстония сами сказали, что у нас же тут есть какие-то машины, надо сделать полугодовой, как сказать, термин. Как это у вас? У нас называется термин, то есть промежуток полгода на то, чтобы эти люди с этими автомобилями что-то сделали. Либо выехали, либо переоформили, либо то, что как-то пришли. И за полгода вот этих это как не теста, а это временного промежутка в Литве, Латвии, Эстонии не было конфисковано ни одной российской
машина. А в Германии, в тот месяц, в котором было принято это постановление, в сентябре, было конфисковано 20 автомобилей. Вот, пожалуйста. Сейчас по-прежнему это действует у вас в Литве? Что, так срок закончился, все. То есть все-таки это не решение. Переводы. В смысле решение? Нет, подожди, стоп. Эля, ну блин, вы где живете? Вы в каком мире-то существуете? Еще раз В повторяю. том же, как и вы. Нет, похоже, в Это, другом. понимаете, Ли- это немножко ли- не про то решение, про которое я имела в виду. Вы просто А про какое? Туда давайте А. без этих самых ну прямо спросите тогда, что Я вы вам хотите прямо спросить. спрашиваю, говорю, хоть какое-то решение, которое вот, знаете, вы сейчас сравниваете это примерно так, что вы самостоятельно решили покрасить лавочки в зеленый цвет, в отличие от того, что в Европе в синий красят. Вот это примерно такой же был пример приведен. А вы ждете какого-то решения, которое пойдет вразрез с Европейским Союзом? Вы это ждете? А? Но вы же считаете себя независимыми и Нет, стоп. свободными. Стоп, Эля, стоп. То есть нет, ну по аналогии с этим тогда получается, что супруга, находясь в браке со своим мужем, может делать все, что она хочет, невзирая на мнение и желание супруга, да? Она может, как в дозамужестве, пойти с подругами на неделю, значит, в бар к стриптизерам и там зависнуть со всеми отягчающими последствиями, потому что, ну, она же свободная, ну и что она в семье? Быть в союзе, то есть, смотрите, Литва в Европейском Союзе, она не потому, что ее захватили, а потому что она разделяет вот это все мировоззрение. Она является Евгений, частью этого отлично. мировоззрения. Да, как его называется? Да ради бога, лишь бы вам нравилось, понимаете? Лишь бы вам нравилось. Но в данном случае, на мой взгляд, вот все, что я слышу, все, что я вижу, вы пытаетесь оправдаться, но никак не Оправдаться в чем? Смотрите, если в каком-то союзе, либо в какой-то партии, например, в партии, да, вот есть политическая партия, у политической партии есть программа, ну, надеюсь, вы это знаете, да, и какой-нибудь член партии говорит, что вы знаете, а мне это вот что-то вот этот вот порядок мне не нравится. Я хочу со своими людьми, вот со своим отделением партии, я хочу тут переделать. Что ему скажет руководство партии? Конечно, переделываем, мы все свободные люди. И скажут, слушай, у нас вот есть устав партии, поэтому если тебе не нравится, вон там за воротами есть много всего, можешь свою партию организовать с другим уставом. У нас вот устав есть, и все должны ему соответствовать. Разве я не понимаю, что тут непонятно? Хорошо, Евгений, я вас поняла. Знаете, Сомневаюсь. Хотя вот в это принципе... ваше, Сейчас, это одну ваше секундочку. право. Секундочку, вот вы сейчас меня натолкнули на мысль. Ваше построение мыслей объясняет, почему в России водители автомобилей позволяют себе заезжать на тротуар, сигналить пешеходам, чтобы сдриснули с дороги, еще и затевать с ними драки. Когда пешеход говорит, слушайте, ребята, у вас там дорога есть, вон там ездите, да? Тут на тротуаре не надо ездить, мы тут ходим. А он говорит, я купил машину, я хочу, и я поеду, а ты мне тут не указ. Вот, в принципе, ваш образ мысли мне показывает, почему это происходит. Потому что, ну вот, люди примерно так и думают. Вы знаете, Евгений, вы, возможно, где-то увидели какой-то особый частный случай и, как всегда, натянули сову на глобус. И как Сову на глобус всегда, потянул. Красную сову? Простите, красную сову? я не знаю, какую вы, вот. И как всегда, вы любите обобщать. Знаете что? Я думаю, что на сегодня надо заканчивать наш с вами диалог. А, Я думаю, что уже мы достаточно большое количество времени разговариваем. Вот. Вы мне ответили на некоторые вопросы. Надеюсь, и я вам ответила на некоторые вопросы. Мне было, Думаете так, да.
Да, я свободный человек и имею право на свое, Конечно, на те абсолютно. мысли, конечно. Надеюсь, и вы себя считаете таковым. А, Я, по крайней мере, вам этого желаю. Я вам В чем вы хочу... все обо мне, да обо мне? Давайте про вас. Евгений, наконец-то вы о себе вспомнили. Но Нет, слишком если б поздно. вы не сказали, я бы и не вспомнил. А знаете, я вам предлагаю почаще все-таки задумываться о себе. Это пошло бы, мне кажется, вам на пользу. Ну, а Знаете, дальше... вот страна советов закончилась, А я не давала вам советы. Я вам ну как предложила. это? А что вы Я только что сделали? я А предложи что вы только что сделали? Нет, советы я Ну вам да-да-да. советов не давала, я вам предложила. Да-да-да. Предложила. Да-да-да. Поскольку Вы можете это предложение принять, можете не принять. Вот. Поэтому поскольку флагом Российской Федерации является торговый флаг Российской империи, то понятно, что вы предлагаете. Я понял. не очень поняла ваш ход мыслей, но оставим это на следующую нашу встречу. Давайте на Надеюсь, в следующий сегодня... раз у вас будет четкий список вопросов. Да. Что-что? Пусть не усып... Надеюсь, в следующий раз у вас будет более четкий список вопросов. Надеюсь, неусыпное око Саурона лучше подготовит вас к следующей встрече. И Вы считаете, что меня око Саурона готовит? ну, не без этого. Хм. Приятного вам вечера, Евгений. Приятных вам Взаимно. собеседников. Спасибо. Да. И доброй ночи. До свидания. Всего. До новых встреч. До новых встреч.